Привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня предлагаю вам связать вот такое вот платье для куклы. Куклу эту вы сможете также связать по мастер-классу, который находится на этом канале. Ссылку я оставлю вверху, либо внизу под видео. Для этой куклы и для второй вариант куклы, который тоже есть у меня на канале, мастер-класс. Для обеих куколок это платье подходит. Я думаю, это платье понравится любой девочке, чтобы можно было эту куколку наряжать в это платье. И, соответственно, в зависимости от того, какие цвета вы будете использовать, оно будет более нарядное или более такое летнее, спокойное. Оно застегивается сзади на пуговку. Можете использовать кнопочки, если не хотите пуговку. Совершенно свободно одевается и снимается. И мы с вами приступаем к вязанию. Итак, для вязания платья нам понадобится с вами 3 цвета, 3 вида пряжи. Вернее, вид один и тот же. Я буду использовать Alize Cotton Gold, для того, чтобы вам было проще найти. Здесь 55% хлопка и 45% акрила. Метраж у нее идет 50 грамм 165 метров, или в обычном нашем восприятии 100 грамм 330 метров. Она обычно продается в больших моточках. Я буду использовать эти цвета: кремовый, голубой и коричневый. Вы подбираете цвета, которые вам больше всего нравятся. Верх платья у меня будет кремовым. А вязать я буду крючком номер 2,5. Не фокусирует, но поверьте мне на слово. Так, ладно. Крючок 2,5. Начинаем мы с основного нашего цвета. Вяжем с вами цепочку из 48 воздушных петель и плюс еще петля подъема. То есть у нас цепочка должна быть из 49 петель. Цепочка у нас с вами готова. Со второй петли от крючка начинаем наше вязание. Вяжем по цепочке 48 столбиков без накида. Мы довязали наш ряд. Теперь необходимо нашу детальку повернуть и провязать поворотными рядами по 48 столбиков без накида еще 3 ряда. В следующем ряду нам необходимо будет с вами сделать несколько убавок. Мы с вами чередуем 8 столбиков без накида, убавка, 8 столбиков без накида, убавка. Повторяем таким образом 4 раза подряд. И довязываем, заканчиваем нашу деталь 8 столбиками без накида. У нас должно получиться в ряду 44 петли. Теперь нам необходимо с вами поворотными рядами провязать по 44 столбика без накида 3 ряда. Так, в следующем ряду мы с вами чередуем 7 столбиков без накида, убавку. Повторяем таким образом 4 раза и заканчиваем наш ряд 8 столбиками без накида. В итоге у нас должно получиться с вами 40 петель. Следующий ряд мы с вами провяжем без изменений 40 столбиков без накида. Так, теперь нам необходимо нашу деталь будет разделить на 3 части, которые мы будем вязать по отдельности. Это будут 2 планочки спинки и передняя часть. Между ними будут проймы для рукавов. Начинаем мы вязать с одной из планок спинки. Провязываем с вами 7 столбиков без накида. Так, теперь нашу деталь мы с вами поворачиваем. И первую петлю от крючка мы пропускаем. Делаем убавку таким образом. И вяжем с вами 6 столбиков без накида. Опять нашу деталь поворачиваем. И нам необходимо теперь с вами провязать 5 столбиков без накида. То есть мы с вами сейчас провяжем 3 столбика без накида, нет, 4 столбика без накида. Далее петлю одну пропустим
и провяжем в последнюю. Таким образом сделаем убавку. Вот 4 столбика без накида провязали, одну петлю пропускаем, вяжем в последнюю, делаем убавку. Можем сделать еще один воздушный стежочек, чтобы закрепить наше вязание. Одна из наших планок у нас готова. Отрезаем нашу нитку. Так, теперь далее мы с вами по нашей детали пропустим 6 петель. Отсчитываем их. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в эту петельку нам необходимо начать вязание. Нам необходимо провязать с вами 14 столбиков без накида. Мы зашли в эту петлю и еще один столбик без накида сюда провяжем, чтобы он был видим в дальнейшем. И продолжаем. Еще 13 столбиков без накида. Так, после того, как провязали 14 столбиков без накида по спинке, поворачиваем нашу деталь. И здесь мы точно так же пропускаем первую петлю, делаем таким образом убавку. Не довязываем 2 петли до конца и предпоследнюю петлю пропускаем, заходим в последнюю петлю. Таким образом у нас с вами получится 2 убавки по краям, и в результате выйдет 12 петель. Вяжем. Опять поворачиваем наше вязание и поступаем точно так же. Делаем убавки по краям, чтобы у нас получилось в результате 10 петель. Начинаем с первой убавки и заканчиваем еще последней. И еще один воздушный стежок делаем, чтобы закрепилось у нас все. Отрезаем нитку. Так. Теперь нам необходимо точно так же отсчитать 6 петель. Заходим в седьмую и вяжем 7 столбиков без накида. Заводим сюда ниточку, закрепили ее, и еще один столбик без накида в эту петлю провязываем. Это у нас будет первый, и еще 6 оставшихся. Вязание наше поворачиваем, не довязываем 2 петли до конца, провязываем 5 столбиков без накида, далее одну петлю пропускаем и провязываем 6 столбик без накида. Так, в следующем ряду мы тоже начинаем с убавки, пропускаем первый столбик без накида, вяжем сразу во второй и провязываем 5 столбиков без накида. Смотрите, что у нас с вами получилось. Сейчас мы будем вязать с вами следующим образом. Провяжем 5 столбиков без накида, далее 5 воздушных петель, цепочка, 10 столбиков без накида, опять цепочка, 5 воздушных петель и закончим 5 столбиками без накида. Все ниточки мы с вами заправляли по ходу. Вот таким вот образом у нас сейчас с вами получается лиф платья. Нам необходимо еще один ряд будет с вами провязать для того, чтобы закрепить бретельки самого платья. У нас сейчас с вами в работе 30 петель, и нам необходимо провязать 30 столбиков без накида.
Нам еще необходимо провязать с вами один ряд с убавками, чередуя 4 столбика без накида убавку, повторяя таким образом 5 раз, чтобы у нас получилось в результате 25 петель. Я предлагаю вам этот ряд провязать контрастной нитью, для того чтобы это была красивая горловина. Я буду использовать коричневую. И посмотрим, что у нас выйдет. Для присоединения нити нам необходимо последний столбик немножко распустить, чтобы у нас 2 петельки оставалось на крючке, и ввести уже коричневую нить. Завершить его коричневой нитью. Сейчас мы все петли подтянем, и в процессе вязания эту ниточку мы уберем. Итак, вяжем с вами 4 столбика без накида убавка, чередуем таким образом 5 раз. Так, вот что у нас с вами выходит. Теперь нам необходимо вывязать планки по краям, для того чтобы мы могли наше платье застегивать. Я буду вывязывать тоже контрастной нитью. Соответственно, если я остановилась тут, то тут и продолжу. Вяжем прям через край. У нас должно получиться с вами около 15-16 петель. Сейчас посмотрим. У меня получилось 15 столбиков без накида. Я поворачиваю. Если вы планируете планки сделать застежкой на пуговицу, тогда необходимо будет вывязать отверстие. Для того, чтобы вывязать отверстие, мы с вами не довяжем 2 петельки. Будем вязать столбиком без накида по цепочке. Далее свяжем цепочку воздушную из 2 воздушных петель. Пропустим по основной детали 2 петли и зайдем вот в последние 2 петельки. Если вы будете вязать планируете застежку на кнопках, тогда вяжите обыкновенную планку. Просто столбиком без накида поворотными рядами. 3 ряда необходимо таким образом нам сделать. Вот я решила более подробно остановиться на петле для пуговицы. Я провязала 11 столбиков без накида. Теперь я вяжу 2 воздушные петли, 2 петли по основному полотну пропускаю и захожу сюда последние 2 петельки 2 столбиками без накида. Таким образом получилась дырочка для пуговицы. И последний ряд я вяжу 15 столбиков без накида. Вторую планку нам необходимо начать тоже с вами вязать сверху. Тоже вывязать 15 столбиков без накида и поворотными рядами провязать 3 ряда таким образом. Итак, дорогие друзья, лиф платья у нас с вами уже готов. Теперь нам необходимо будет вывязывать с вами первый ярус юбки. Для этого мы накладываем наши планки друг на друга. Берем тот цвет, который нам необходим. Я первый ярус буду вязать коричневым цветом. И вяжем первый ряд. Так, я, наверное, начну не с планок, а с краю, чтобы удобнее было. Первый ряд из столбиков с накидом у нас с вами будет. Две подъемные петли. В этот же я зайду. Обвязываем, когда идем до планок, с вами встретимся. Так, мы дошли до планочки. Теперь мы складываем эти планочки друг на друга, таким образом, чтобы та планка, где у нас отверстие для пуговицы, была сверху. И необходимо провязать, ну, здесь примерно только 2 столбика без с накидом и влезет насквозь через 2, чтобы они у нас соединялись. Первая и вторая. Вот.
и соединяемся к основному полотну. В дальнейшем ниточкой необходимо будет, иголкой эту нитку необходимо будет убрать. Вот мы с вами вышли на общее полотно столбиками с накидом, да? Теперь нам необходимо вязать следующим образом. Мы будем вязать с вами прибавку в каждый столбик. Сначала мы поднимемся, 2 петли подъема сделаем. В каждый столбик с накидом, который ранее у нас был провязан, мы будем вязать по 2 столбика без накида, по 2 столбика с накидом, извините. 2 столбика с накидом. Далее делаем воздушную петлю. Опять 2 столбика с накидом. Воздушная петля. 2 столбика с накидом. И так вот мы вяжем с вами до конца ряда. Это у нас первый ряд такой кружевной. Следующий ряд мы будем вязать аналогично. Сейчас покажу как. Всего у нас необходимо до волана основного провязать таким образом 5 рядов. Следующий ряд, вот у нас, смотрите, получились с вами такие галочки. И нам необходимо в эти галочки будет вязать столбики без накида, столбики с накидом. Так, вот сейчас зайдем в первую галочку. Раз, два, три, подъем. И это у нас будет считаться как 2 столбика с накидом. Между галочками мы вяжем точно так же воздушную петлю. И в галочку опять заходим 2 столбиками с накидом. Раз, два. Опять воздушная петля. И опять в галочку. Раз, два. И так вяжем до конца. И как я уже сказала, это вот сейчас мы начали с вами второй ряд такой. Всего их должно быть 5 вот таких вот рядов. Здесь вам все видно. Сейчас сфокусируем. Вот таких вот 5 рядов должно быть. Того, как мы с вами провяжем 5 рядов ажурных, у нас получится с вами по 5 галочек. Вот, если близко посмотреть, ряды с галочками, да. Нам необходимо будет вывязать край из красивых воланов таких, завершить нашу юбку, первый слой. Мы с вами вяжем следующим образом. Вот у нас между галочками, сейчас сделаю фокус, первую мы подъемную делаем из 3 воздушных петель, цепочку. Далее столбик с накидом, воздушная петля, 5 столбик с накидом и еще один столбик с накидом. То есть в эту галочку мы с вами провязываем по 2 столбика с накидом, между ними воздушная петля. А в цепочку, где у нас воздушная петля была между галочками, мы провязываем просто столбик без накида. И вяжем опять далее столбик с накидом, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, столбик с накидом и столбик без накида.
Вот смотрите, как у нас должно получаться с вами. Сейчас поближе с фокусом. То есть понятно, да? Между двумя галочками, в галочку, образованную из столбиков с накидом, мы провязываем с вами 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом. А между галочками мы провязываем столбик без накида. И вот таким образом обвязываем всю юбку. Так, дорогие друзья, у меня остался буквально последний сейчас эпизод тут, который необходимо провязать, да? Столбик без накида, 2 столбика с накидом, между ними воздушная петля, и опять 2 столбика с накидом. И заканчиваем мы все это столбиком без накида. Соединяемся с предыдущим узором, раппортом, да, скажем так. И у нас получается с вами вот такая вот, что у меня сегодня с фокусом прям беда, вот такая вот юбка. Но это пока еще только первый подъемник. Нет, первая часть юбки, она состоит у нас из 3 частей. Друзья, я схематично нарисовала, сейчас приближу, узор. Так вот, да. Мы с вами выходили из столбиков с накидом, по 2 столбика с накидом провязывали, повторяли этот узор 5 раз и закончили вот таким вот узором. Надеюсь, схематично будет более понятно, если вдруг вы не поняли, когда я объясняла в моменте вязания. Нам необходимо сейчас с вами вывязать второй подъемник. Начинать мы его будем вот с этого места. Вот с этого. Здесь у нас, там где выходят по 2 столбика с накидом, между столбиками с накидом у нас есть петля. И мы будем цеплять за одну стенку петли, которая ближе к нам находится. Таким образом, у нас тогда этот подъемник будет невидим. Сейчас я вам покажу на примере другого платья. Вот здесь выходят все подъемники. И момент присоединения, вот он, видите, за одну петлю. Вот, и фактически на лице он не виден в момент присоединения. Ну, давайте уже разбираться непосредственно на нашем платье. Так. И присоединять другой цвет. Нам необходимо просто с вами увидеть вот начало. Так, где у нас начало? Вот начало. Берем другой цвет. Я возьму голубой. Так, лучше это. И вот последнюю галочку, которую мы с вами видим. Вот она, да? Мы ее как бы раздвигаем. И ближнюю вот к себе петлю подцепляем. В этом месте нам необходимо уже будет с вами сформировать ту же самую галочку. 3. Неправильно вам показываю. Вот так надо. Лицом же к себе. Вот так. Так. Делаем 3 петли подъема для столбика с накидом. И сюда же, в эту же петлю, делаем столбик с накидом. И далее, как мы с вами и вязали. Между двумя столбиками с накидом у нас идет воздушная петля. Далее смотрим опять следующую галочку. Ее раздвигаем.
делаем накид и заводим в одну стенку петли. Первый ряд только такой будет немного сложный. Далее все пойдет у нас как и шло. Первая, вторая, второй столбик с накидом. Между ними опять у нас воздушная петля. Следующую галочку находим, подцепляем одну стенку петли, опять первый столбик с накидом и второй столбик с накидом. Вот таким образом получается. Надеюсь, вам понятно, да? Вот видите, вот с этой стороны у нас не видно ничего. Заходим в ряд, где были галочки у нас, предпоследние. Нет, даже последний узор. И оттуда начинаем вывязывать. А далее мы с вами продолжаем точно так же, как и вязали. 5 рядов повторяем по 2 столбика с накидом, между ними воздушная петля, и заканчиваем точно так же ажурным рядом. И последний волан юбки мы вывязываем аналогично. Так, друзья, я закончила с элементами юбки. Хотела вам поближе показать. Вот таким образом у меня получилось. Как я и говорила, я раздвигала 2 столбика с накидом, между ними заходила в петлю и начинала опять вывязывать наш вот этот узор. То же самое касается и последнего фрагмента юбки белым цветом кремовым. В принципе, платье у нас, можно сказать, на данном этапе готово. Я предлагаю вам украсить его цветком, чтобы оно было совсем уже нарядное и праздничное. Для вязания цветка я буду использовать голубую пряжу. Я думаю, что здесь подойдет тон. Давайте пока сюда отодвину. Начинаем мы с вами с цепочки из 16 воздушных петель. Так, теперь в третью петлю от крючка мы делаем с вами столбик с накидом. Так, и сюда же мы провязываем еще 2 столбика с накидом. И третий. В следующую петельку мы провязываем с вами столбик без накида. И опять делаем прибавку из 3 столбиков с накидом. В одну петлю провязываем 3 столбика с накидом. Так. Второй и третий. И в следующую петлю мы провязываем с вами столбик без накида. И таким образом нам необходимо с вами чередовать до конца цепочки. Вот такой вот полуцветочек у нас уже получился. Мы поворачиваем наше вязание на другую сторону. Так, и теперь начинаем с 3 петель подъема для того, чтобы вязать столбики с накидом. Первую петлю мы провязываем с вами 2 столбика с накидом. Далее 2 петли воздушной цепочки. И в следующую заходим соединительным столбиком. Опять 2 петли. Столбик с накидом. Столбик с накидом, в одну и ту же петлю мы его заводим, и столбик с накидом, 2 воздушные петли, соединительный столбик, опять 2 воздушные петли,
и 3 столбика с накидом в одну петлю. Первая, вторая и третья. Третий столбик, да? 2 воздушные петли, соединительный столбик и опять 2 воздушные петли, и продолжаем. Чтобы поближе вам показать, сейчас. Вот мы с вами, когда вязали, у нас образовался вот такой лепесток, состоящий из 3 столбиков с накидом. Первый столбик с накидом, вот сюда мы провязываем 3 столбика с накидом, далее соединительный столбик, 3 столбика с накидом. Между ними у нас был столбик без накида, мы провязываем опять соединительный, и так и чередуем. 3 столбика с накидом, соединительный, 3 столбика с накидом, соединительный. И продолжаем. У нас с вами будут образовываться вот такие вот лепесточки. Нам необходимо довязать таким образом до конца. Так, вот что в итоге у меня вышло. Все куда-то закручивается. Нитку я сейчас отрежу. И единственное, что у меня остается, это правильно сформировать цветочек, чтобы он был красивый. Вот таким вот образом, да. Он у нас уже, в принципе, и так почти что сформировался. Выбирайте, что для вас будет лицом, что изнанкой, как вам удобнее. И вот такой цветочек у нас с вами получается. Так, это туда. Сейчас я все выправлю. Нам остается его пришить на юбку нашу и украсить еще несколькими ленточками. Так, друзья, я закончила пришивать цветочек, дополнила его еще вот такими вот ленточками. Это цепочки из 50 воздушных петель 3 цветов, которые были использованы у нас в платье. Я думаю, что платье получилось очень нарядное. Осталось нам его только примерить на куколку. Ну что ж, друзья, платье, мне кажется, получилось шикарное. Это аналоговое платье, которое я вязала ранее. Оно укороченное. Тут узор из 4 повторений и потом кайма. На этот раз я решила юбку сделать более длинной, посмотреть, что выйдет. Мне кажется, так даже более оно парадное, что ли. Тут получается оно до колен всего лишь получилось. Цвета, как видите, разные, но оба платья красивые. Ну, по моему мнению. Вяжите тоже для своих куколок такие платья. Если вы будете вязать для другой куклы, не по моему мастер-классу, соответственно, вы можете просто рассчитать ширину кокетки данной и начинать уже с этого места, да, с которого мы с вами начинали, стали по своей кукле померить и прикинуть, как вам надо вязать, а юбка уже, в принципе, стандартная для всех, одинаковая. Вот что у нас получилось. Буду благодарна за ваши комментарии, если поддержите видео пальцами вверх. А на этом у меня все. До новых встреч в новых мастер-классах. Пока-пока.